нам достался удивительный кусок времени. Дело в том, что я выросла в Советском Союзе, и в нашей стране границы были нерушимы. Мы не могли даже вообразить, что мы когда-то сможем пересечь границу. И у меня, скажем, была в юности идея, мечта попасть на остров Крит. Это приблизительно то же самое, что попасть в какую-нибудь мифологическую историю. И главное событие жизни нашей, моего поколения, то, что границы открылись. И оказалось, что мир живет единой жизнью. И это удача моего поколения. Мы оказались в то самое время, когда мир действительно стал планетарным. И сегодня, когда у меня друзья, с которыми я ходила в один класс и училась в университете, в школе, оказывается, что они живут в самых разных странах, мы продолжаем общаться, и есть какие-то вещи, которые не устаревают в нашем общении. То есть мы все-таки сохраняем какие-то основные вещи, которые мы усвоили с детства. И оказалось, что это новое качество жизни. То, что мы, в общем, можем друг друга увидеть. Потому что в России в 70-е годы был довольно большой отъезд людей. Уезжали евреи, уезжали не евреи заодно. И те прощания, которые были в 70-х годах, начались, это были прощания навсегда. Мы прощались с людьми, зная, что мы никогда не увидимся. И даже с письмами было очень сложно. Про телефонные звонки я не говорю. Я помню, как я ехала на центральный телеграф, зажимая в руке деньги, потому что это было дорого еще ко всему, чтобы поговорить с подругой, которая 2 года тому назад уехала. Вот сейчас ты нажимаешь на кнопку, перед тобой дорогое лицо дружеское, отношения не увядают благодаря тому, что есть такая немыслимая тесная связь, и близость сохраняется. И, конечно, это небывалое время. Наше время такое, что многим мы можем быть недовольны. Есть вещи, которые вызывают огорчение, раздражение и даже гнев порой. Но то, что прекрасно, то, что люди стали гораздо ближе друг к другу благодаря этой фантастической технике, которая преодолевает расстояние. И это, конечно, большое чудо, к которому я до сих пор не могу привыкнуть. Идея границы размывается. Так же, как рухнули когда-то железобетонные границы Советского Союза, вот так же сейчас растворяются очень многие другие границы. Это, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, опасно, потому что ты теряешь ориентиры, и ты в какой-то момент теряешь чувство реальности, а где мы, собственно говоря, находимся. И вот эта сегодняшняя ситуация с пандемией, она еще более усиливает это чувство растерянности перед миром. Мы так привыкли быть свободными при всей относительности этого заявления. Но, тем не менее, сейчас, когда мы, выходя из дома, должны не забыть надеть на лицо маску, надеть перчатки и охранять друг друга от болезни, может быть, смертельной, тяжелой болезни, это совершенно новая граница. Прежде этого мы не знали. И это тоже граница, которая накладывает ограничения на наше общение. И к этому надо привыкнуть, научиться это преодолевать и не впадать в то уныние, в которое лично я время от времени впадаю. Знаете, дело в том, что для меня последние годы, может быть, самой важной проблемой оказывается проблема текста. Причем текста в 2 базовых смыслах, основных смыслах. Первый текст – это текст жизни. Это текст, на котором написаны мы с вами, а также все микробы и прочая тварь на Земле. Это текст ДНК. Это 4-буквенный алфавит, который представляет собой запись каждой живой твари. Это фантастически интересно. Это была когда-то избранная мною профессия, это генетика. 50 лет тому назад, когда я начинал этим заниматься, это была маленькая наука. Сегодня она выросла беспредельно и продолжает быть все более и более интересной и все более и более важной. Это одна сторона текста. Вторая сторона текста – это тексты, которые мы с вами производим. И если первый текст можно назвать божественным, потому что для меня эволюция и творец – это приблизительно синонимы. Вот. Так вот,
те тексты, которые производит человек, в этом смысле их можно считать текстами второго порядка, потому что каждый из нас текст своей ДНК. И мы производим какие-то свои тексты, которые по-другому устроены, они состоят из букв, это другого рода знаки, но тем не менее это все читаемые тексты. И, может быть, самая волшебная составляющая всей этой темы то, что если некому будет читать тексты, то они теряют смысл. Значит, до тех пор, пока мы с вами существуем как живая тварь, которая представляет собой текст, до тех пор, пока мы эти тексты производим, существуем мы до тех пор, пока есть глаз, который это может прочитать. Потому что если нет читающего, читателя, то все теряет смысл, и текст теряет смысл. И это безумно важная мысль, она ужасно волнующая. И все время я вокруг этого кручусь, она меня не отпускает. Это, видимо, на последние годы моей жизни это осталось главной темой. Есть это ощущение, что человек человеку вообще-то друг, да, но он может принести тебе смертельную болезнь, и ты от своего друга получишь нечто весьма тяжелое. Но вы знаете, я думаю, что с этим мы справимся. С этим мы справимся, потому что одновременно с этим чувством опасности есть еще и чувство необходимости общения. Правда, благодаря этой замечательной технике, вот этой, мы можем общаться с нашими друзьями, которые на других континентах, и это все-таки связь, она реальная, хотя она и техническая, но все-таки она, тем не менее, реальная. Вероятно, когда я говорю, что мы не знаем, что будет потом, то, вероятно, вот там будут большие изменения, вот именно в области контактов, в области общения. И я думаю, что такая вещь, как тактильность, которая для всех нас очень важна, мы любим погладить ребенка, встречаясь с приятелями, мы по спинке похлопаем, поцелуемся, обнимемся. Вот эти привычки, возможно, у нас изменятся. Вот. Но с другой стороны, понимаете, есть какие-то биологические вещи. Вот даже животные, встречаясь, они обнюхивают друг друга. Это тоже своего рода тактильность, некоторые биологические, биохимические, может быть, какие-то сигналы запахов, каких-то других еще вещей, может быть, отчасти неведомых нам. Вот. Поэтому я думаю, что это составляет волнующий интерес будущего. Это то, что мы узнаем, может быть, не завтра, а послезавтра. И поскольку наука меня всегда очень увлекает, то я с большим интересом всматриваюсь в этом направлении и ожидаю практически каждый день каких-то новостей. И, кстати, я их получаю, потому что я слежу за тем, что происходит на свете. Вот несколько дней тому назад я встречалась с моим другом. Это ученый из России, он работает в Нью-Йорке, в Национальном институте здравоохранения. И тема, которой он занимается, фантастически интересная. Он занимается общением между клетками. Как клетки общаются друг с другом. Оказывается, что у клеток тоже есть язык. Какие-то маленькие микрокапельки они выделяют, и эти капельки своего рода язык. В особенности, когда он мне сказал, что их около 30, этих капелек, я прям вздрогнул, потому что сказала, как алфавит? Он говорит, ну нет, не алфавит, но тем не менее, понимаете, и вот всякий раз, когда такое узнаешь, я просто прихожу в бешеный восторг, потому что еще один колоссальный шаг по поводу знания этого мира, он сделан вчера. Это свежие статьи, которые публикуются вот буквально в этом году. Дико интересно. И вот теперь мы знаем, немножко знаем о том, как она это делает. Какой-то язык разговора, вот эта тема языка, она, оказывается, существует не только на нашем уровне вербальном или текстовом, но она существует в биологическом мире, и она существует гораздо раньше, чем тот язык, который создан, каких-то письменный язык, 6 тысяч лет от силы, как он создан. А этот язык существовал 1 000 000 лет. Есть языки, которые не требуют перевода. Мы все с вами с утра любим включить музыку
и послушать 32-ю партиту Баха, например, как сегодня утром со мной было. Этот язык, который не требует перевода. Язык искусства – это, конечно, самый универсальный язык, потому что он не требует никаких дополнений. Мы смотрим на картину, мы слушаем музыку, пение, звук, и это не надо переводить. Все прочие языки требуют посредника. И вообще роль переводчика в мире, она чрезвычайно разнообразна, потому что кроме перевода с языка на язык существуют еще и люди, у которых есть дарование переводить смыслы. Это люди, которые могут объяснить большому количеству людей, а что сегодня происходит. К сожалению, таких людей очень мало. Но каждый раз, когда такой человек появляется, это большая радость для человечества. Он объясняет нам, как смотреть на мир. Вот для России, скажем, в области филологии, в области гуманитарной, было два таких очень важных человека. Это Лотман и это Гаспаров. Вот я сейчас перечитываю его книжки. Это люди, которые помогают нам понимать свой собственный язык. Вот сейчас у меня в руках была книжка Гаспарова «Темные стихи и ясные стихи». Оказывается, человеческие тексты тоже они требуют часто пояснений. И это гениально, когда ты встречаешь учителя, и вообще рядом с тобой есть человек, который тебе помогает перевести на тебе понятный язык, то, что написано на твоем родном языке, но тебе мало понятно. Я даже не говорю об иностранных языках, потому что уровни языка в каждом отдельном языке разные. Продавщица в магазине говорит на одном языке, а профессор филфака университета говорит на другом языке. И это все тоже необходимы переводчики, чтобы сложные, иногда и простые вещи были доступны как можно более широкому кругу людей. Потому что на самом деле огромное количество людей хотели бы знать, но не знают, как узнать. И в этом функция литературы, потому что порой, детская сказка, которая прочитывается пятилетнему ребенку, она для него есть проводник смыслов. И язык самый простой, очень минималистический, но тем не менее смыслы, которые он передает, очень большие и важные. И это все литература, это все она. Я обожаю своих переводчиков. У меня есть несколько переводчиков, которые за те годы, что мы вместе работали, стали очень близкими мне людьми. И более того, я так даже предполагаю, что они меня знают лучше, чем многие мои близкие друзья. Потому что то, что вскрывают они, переводя тексты, это очень глубокая скобка, это очень глубокое копание. Поэтому переводчик, конечно, выполняет грандиозную функцию. Это невероятно важный персонаж в человеческой культуре, тот, кто может переводить с языка на язык, переводчик смыслов. Это чрезвычайно важно. Обожаемый, уважаемый, и я на переводчиков всегда смотрю снизу вверх, потому что я человек, который 20 лет своей жизни учил разные языки, не достиг ни в чем успеха, вот, поэтому всякий раз, когда я вижу человека, который владеет несколькими языками, я испытываю подобострастное уважение. Софи, да, конечно. Да, у меня это большая моя удача. Французская переводчица Софи Бенеш, и у меня еще замечательная немецкая переводчица Анна-Мария Браунгарт. И, понимаете, судьба моих книг не в России, а в других странах в руках моих переводчиков. Книжек сейчас на 46 языков переведены мои книжки, это очень много. И естественно, что, скажем, французский, английский, немецкие тексты я, по крайней мере, могу понять. Я не знаю этих языков, но я их прочитать могу. Вот. И поэтому всякий раз, когда я держу в руках книжку на другом языке, я очень волнуюсь, потому что что такое плохой переводчик, я тоже, к сожалению, знаю. Такой опыт у меня в жизни тоже был. Потому что у меня действительно долго лежали папки с перепиской бабушки и дедушки, и я, открывая верхнюю крышку папки,
я видела, что первое письмо датировано 1911 годом. И когда наступил 2011 год, я поняла, что прошло 100 лет, и я смогла их прочитать. Вот пока эти 100 лет не прошли, у меня как-то рука не поднималась на это прочтение. 100 лет оказалось тем критическим сроком, который давал мне разрешение прочитать про чужую жизнь, про чужие тайны, тайны людей, которых уже давно нет. Но это люди, которые живут во мне, потому что моя бабушка и мой дедушка – это половина моего генетического текста, это половина записи. Половина вторая пришла ко мне от мамы, а это папины. Поэтому вот это ощущение преемственности, которую мы часто забываем, теряем, и отсюда производится еще одна мысль – мысль родства человечества между собой. Потому что человечество сегодня, там считается, что 7 с лишним миллиардов людей. Увеличение населения фантастическое, это экспонента. И 100 лет тому назад было в 5 меньше, а когда-то человеческое все общество состояло из 60 тысяч. Так считают антропологи. Вот. И вот эта идея про матери Евы, этой первичной генетической Евы, она достаточно шаткая, но тем не менее идея, что у нас какие-то общие предки у всех нас. У африканца из города Аддис-Абеба или у человека, который живет в Австралии или в Камеруне, где угодно, что мы имеем все общих предков. И некоторый общий генетический закон всем нам свойственен. И я надеюсь, что общий моральный закон, он тоже существует, как бы не драматично, жестоко и безнравственно не складывалась история, чудовищно порой, но тем не менее все-таки этот закон делается все более и более ощутимым. И сегодня я встречаю все больше людей, которые думают так, как думаю я об этом. И вот эта тема ближнего, который не просто генетически тебе близок, но еще близок по мировоззрению, по отношению к живому, по отношению к планете. Я таких людей знаю много, и эти все люди мне, конечно, очень близкие. Нити близости, мы их далеко не всегда прочитываем. Более того, мы не все знаем об этом, не все у нас в руках. И есть какие-то вещи, которые кажутся волшебством и магией, а это на самом деле следствие того нашего неполного знания. Потому что чем больше мы знаем, тем больше, как выясняется, оказывается вещей, которые мы не знаем. Поэтому чем меньше знает человек, тем устойчивее он стоит в этом мире. Ему кажется, что незнаемого очень мало. Вот он сейчас еще прочитает 2 книжки, он будет знать все. Но когда человек высокообразован, то он прекрасно понимает, как многого он не знает. Это замечательно, по этому поводу, кстати, высказывался Эйнштейн. Человек, который кое-что знал. Это почти мистическая вещь, на самом деле. В моей жизни было не один случай, несколько таких ситуаций, когда входил человек, мужчина, женщина, в данном случае неважно, и ты с дверей первый раз его видишь и понимаешь, знаете, как запах у животных, и понимаешь, свой человек. Ты с ним, а потом мы начинаем общаться, и оказывается, что все точечки совпадают, все в порядке. А там, где они не совпадают, там мы сейчас поговорим и найдем что-то интересное. Вот. Это очень неопределенное определение, сложное насчет свой-чужой. Вот. Я думаю, что в жизни каждого человека этот опыт есть. Замечу вам, что есть одна особенность российской и советской, из советского времени идущей жизни, особенность чрезвычайно интересная. Дело в том, что жизнь была столь сложна, и дефицит, нехватка, касалась совершенно всего чего угодно. Не хватало денег, продуктов, времени, врачей, все было в дефиците. И я прекрасно помню, что для того, чтобы пойти к врачу, мне надо было позвать подругу, чтобы она посидела в доме с моими маленькими детьми.
Чтобы купить билет, надо было попросить другую подругу, которая двоюродная сестра, работает в кассе, и они мне там купят билет в город Ленинград. И вот это вот ощущение, что без помощи других ты просто не выживаешь. И социум был необычайно частный, очень замкнутый. И это то, что было необходимо для выживания. Это московская кухня, о которой столько было сказано, и написано, и сыграно пьес. Это ощущение защиты дома, когда тебя защищают твои стены, твои друзья, и ты выходишь на улицу, ты беззащитен. Ты беззащитен перед начальством, перед милиционером. Я помню это удивительное ощущение в Америке. В первый раз я прилетела в Америку, 88-й, по-моему, год, и еду я в каком-то, я была в очень плохом районе тогда жила. Он такой был опасный, достаточно черный и сложный для жизни район. И я помню, что когда я садилась в метро и входил в полицейский в вагон, то как-то ты чувствуешь себя увереннее. В России всегда было наоборот. Всякий раз, когда ты видишь милиционера, надо было его подальше обойти, потому что ты ждешь от него неприятностей. Вот. И, очень огромное количество маленьких точек, которые создают специфику жизни. Вот одна из лучших специфик этой советской жизни заключалась в том, что мы жили, выживали друг другом, что мы образовывали такие гнезда, такие дома, такие кухни, где происходила вот эта взаимопомощь человеческая, беспредельная. Понимаете, это не физическая сдача крови, как бывает в больнице, когда надо сдать кровь, чтобы его перелили больному, ему там помочь. Это шла постоянная сдача крови, взаимная. И надо сказать, что это у нас осталось. Многие мои друзья тех лет умерли уже, но те, кто это помнят, мы, конечно, очень друг друга ценим, потому что этот пуд, чего там полагается съесть, пуд какого-то продукта нехорошего, мы все съели этот пуд. И мы друг друга, мы очень надеемся друг на друга, мы друг в друге уверены. Вот близкий человек – это тот, в котором ты уверен, что он совершенно никогда не сделает подлости, гадости, двусмысленности какой-то. И надо сказать, что мир мой состоит в общем из таких людей. Они выбраны, они отобраны. Это жесткий фильтр. Но это, какие люди. Западные люди не могут этого понять, потому что они не так нуждаются. Понимаете, когда социум устроен таким образом, что очень многие вещи решаются путем денег, путем телефонных звонков, путем хорошо организованной социальной жизни. Понимаете, в Советском Союзе, где социальная жизнь была очень сложной и плохо организованной, это было очень важно. Вы знаете, у меня очень в раннем возрасте возникла некоторая концепция, очень в раннем возрасте, что мир совершенно огромный. И вот каждый человек рождается, мы знаем историю геологическую Земли, историю переселения народов. Мы очень много чего прочитали в истории. Это мы уже усвоили, это уже к нашей жизни имеет отношение. Это огромный пласт, который мы усваиваем за время жизни. И есть еще твое частное пространство, которое лично я довольно сильно ограничила. И довольно сознательно. Потому что я девочка, выросшая при советской власти. С властью у меня никогда не было нежных отношений. Власть я не люблю. Я не могу сказать, что я не люблю советскую власть, это само собой, но дело в том, что я вообще не люблю власть. Меня власть тяготит. В этом конфликте, который в свое время грамотнейшим образом поставил Платон, конфликт между частным человеком и государством, я всегда на стороне частного человека. Хотя государство может быть очень плохое, может быть не очень плохое, бывают даже приличные государства, но тем не менее мои симпатии всегда на стороне все-таки частного человека. И отсюда вытекает мое, так сказать, мироощущение.
Вот та часть мира, которая моя, она небольшая. В него включаются люди, которых выбрала я. Мне очень в жизни повезло, я никогда, в общем, практически не была на службе. У меня не было начальников вышестоящих и не было подчиненных нижестоящих. И вот это ощущение равенства людей, которые меня окружают, не вынужденное общение, а добровольное, это, конечно, великая роскошь моей жизни. Но я, правда, надо сказать, к этому стремилась, не то, что на меня это свалилось. Я избегала службы по этому поводу государственной. Вот. И мир, который вокруг себя я выстроила, он потрясающий. Это замечательные люди. Я думаю, что это все лучшее, что мимо меня проходило, оно рядом со мной. Вот. И поэтому меня окружают замечательные люди. Мне кто-то из журналистов задал вопрос, который меня озадачил. Вопрос звучал так. А почему у вас никогда нет отрицательных героев? И я вдруг поняла, что действительно я никогда не пишу о тех, кто мне не нравится. То есть если даже, условно говоря, человек так себе, то все равно я его высматриваю таким образом, а где острие его души, кого он любит, что он любит в этом мире. И в этой точке мы остановимся. И вот это, понимаете, видимо, какая-то принципиальная установка. У меня есть очень любимый автор, который мне чрезвычайно интересен. Это замечательная писательница. Я считаю, что это писатель номер один в нашей стране. Это Людмила Петрушевская. Вот у нее ровно противоположная установка. У нее глаз, оптика такая, что она всегда видит плохое. Это плохое драматичное, острое, трогающее. Ты сопереживаешь этому. У меня совершенно по-другому устроен глаз. И мне чрезвычайно важно в этом сукином сыне найти зернышко, где он не сукин сын. А бабушку свою он любит, да, или кошку, или собачку. Доносы люди пишут до сих пор. Я была поражена, когда я об этом узнала, что-то типа 6 миллионов доносов в последний год. Ну, я не верю, что это так, наверное, это какая-то преувеличенная цифра. Но, понимаете, вот эта сталинская идея о том, что должен быть создан советский человек, это была одна из немногих сталинских идей, которая, безусловно, была реализована. Советский человек – это, конечно, человек страха. Это человек, который боится. Боится начальства, боится соседей, боится партсобрания. Почему меня так радует новое поколение молодое? Они другие. Они выросли уже без этого страха. Вот, вы знаете, это очень интересно, скажем. Мои бабушки, дедушки, они получили, они успели закончить гимназию, часть из них, до революции, и они были, в общем, не совсем советскими людьми. Их потом здорово строгали и подгибали, все, но все-таки у них была какая-то закваска была некоторая дореволюционная. Поэтому что-то у них сохранялось другое. Поколение моих родителей, это поколение детей, родившихся уже после революции, это было дико растоптанное, запуганное поколение. Мой дорогой отец, царствие ему небесное, он писал донос на своего отца. В книжке «Лестница Якова» это есть. Это, может быть, одна из самых моих мучительных семейных историй. Я хочу сказать, что 1948 год – это год, когда мой отец написал донос на своего отца, что его арестовали, и заявление, которое он написал, было приблизительно такое: «Если мой отец окажется врагом народа, то я с партией, а не с ним». Мне очень жалко моего отца. Я очень, как вам сказать, сочувствую ему. Это мальчик с изуродованной биографией. Потому что посадили отца, когда он был мальчишкой, и он был сыном врага народа. И его биография строилась дико тяжело от того, что отец сидел. И
потрясающий его отец, мой дед, потрясающий человек, которого я видел один раз в жизни после его лагерей перед ссылкой. Один раз он появился в Москве. Вот. Я думаю, как же дискомфортно жил мой отец, который все это в себе нес, понимаете, это ужасно. Это вина советской власти. Вот. Это она так выстрогала людей страхом, бесконечным страхом, отсутствием чувства собственного достоинства, потому что люди, которые могли подписаться под тем, что они говорят, а я не согласен, или я думаю по-другому, их было очень мало, потому что было очень страшно. Было можно уйти. У меня был в жизни эпизод, я его просто прекрасно помню, потому что он это характеризует наше время и эту ситуацию. В Институте общей генетики, где я работал, идет собрание. Мы должны все осудить вышедших на площадь 7 человек. Это 1968 год, на площадь вышла, среди прочих, Наташа Горбаневская, моя подруга. И мы должны проголосовать, сказать, какие они плохие. Я сижу в этом зале и думаю, так, я сейчас уйду. Я пытаюсь открыть дверь, чтобы через задний выход выйти, а он уже заперт. Его заперли. И вот уже время, когда надо голосовать, и я встаю, и через весь зал иду, и выхожу в другую дверь, которая около президиума. Причем я иду, у меня мокрая спина. Потому что я понимаю, сейчас меня спросят, куда? Вы сейчас голосовать должны. Вот сейчас мне надо поднять руку. Или не поднять, или проголосовать про. Страшно, ужас. Ужас, я вообще аспирант генетики, мне жутко хочется в этом институте работать. Меня выгнали, в конце концов. Может быть, за это и выгнали. Вот. И я иду, и думаю, сейчас меня спросят, куда я иду. И я им скажу, в сортир, более грубыми словами. Вот, не спросили. А потом ко мне подходили мои друзья и коллеги по очереди говорили, ну ты вышла, а у меня там аспирантура, у меня 8 аспирантов, а я, ну вот, мне завидовали. Ну, я за это заплатила профессии, потому что меня еще через один поворот, меня таки выгнали из Института общей генетики. Я генетиком не стал, о чем, ну вот, не получилось. Вот. Но это я помню. Это было очень страшно. Это было очень страшно. Но это был единственный мой гражданский поступок, больше у меня их не было. Почти подвиг, и подвиг везде. Ну, это смешно, понимаете? Сегодня смешно об этом говорить. 42 года тому назад, когда мне было 35 лет, я решила поступить на курсы сценаристов. Условия были такие. Должно было быть высшее образование и не старше 35 лет. Мне было ровно 35, и я побежала, потому что это был последний год. Я побежала к человеку, который набирал этот курс. Это очень заслуженный кинематографист Валерий Фрид. И принесла ему сценарий написанный. Сценарий назывался «Чума». ООИ – особо опасная инфекция в городе. Он прочитал сценарий и сказал мне, что он меня не возьмет. Ну, я не очень расстроилась, потому что я не очень рассчитывала. Но следующая фраза была вдохновляющая. Он сказал, а вы уже все умеете, мне нечему вас учить. Значит, таким образом я оказалась недоученной. А сценарий этот был посвящен событию, которое было в России, в Москве в 1939 году. В 1939 году в Москве умер врач, приехавший из Саратова. Он был чумолог, специалист по чуме. Он случайно, разбивши пробирку, разразился чумой, приехал в Москву и сам заболел и умер. И 2 контактирующих с ним человека тоже заболели и умерли. Но эпидемия была остановлена. Она была остановлена единственной властной организацией, которая в стране была тогда и есть сейчас. Это было КГБ, НКВД. Они мгновенно арестовали всех людей, которые контактировали. Причем люди, которых забирали, они были совершенно уверены, что они прощаются навсегда с родителями, потому что это 1939 год, это время массовых арестов.
И когда людей уводили, то было совершенно ясно, что через 2 недели их не выпустят. А их арестовывало НКВД для того, чтобы посадить в карантин, чтобы не распространялась эта самая чума. И поэтому, когда карантин закончился, все они были выпущены. Кончается этот сценарий тем, что раскрываются ворота карантинной больницы, выходят счастливые люди. Один из этих проходящих карантин врачей бежит к телефону-автомату, набирает номер, еще телефоны автомата, и кричит жене: «Диночка, Диночка, все в порядке, это была просто чума». О чем это говорит? Это говорит о том, что есть чума пострашнее чумы, что вот эта социальная структура тоталитаризма, которая может скрутить половину населения, не плюнув, почище, чем чума, что есть некоторая иерархия ценностей, в которых даже такая жуткая эпидемия, как чума, оказывается не такой страшной, как чудовищная власть, которая невинных людей может скрутить в 1 минуту, отправить и на тот свет, и в лагеря, и куда угодно. Поэтому просто чума, всего лишь чума. И эта чума, которая сегодня на улице, мы ее переживем. Потому что прекрасная наука, потому что замечательные ученые, потому что это финансирует. Даже наше государство сегодня финансирует. Американцы огромные деньги сейчас дали на борьбу, на создание вакцины, на создание всяких лекарственных препаратов. Так что это все очень хорошо. Мы живем в очень сложном времени, но в этом времени есть кое-что хорошее. Это приятно признать. После того, как я перенесла достаточно тяжелое заболевание и выскочила, у меня есть ощущение, что я живу в подарочном куске жизни. Мне его подарили. Это дареный кусок. Поэтому он сверхплановый. Вот. Мама моя умерла в 53 года от той же болезни. За эти годы медицина так рванула вперед, что вот я, уже 10 лет прошло, как меня прооперировали, это был рак, вот, и я понимаю, что я благодарна этому времени, в котором так быстро всяческий прогресс научный, и в том числе медицинский. И это рождает другие проблемы. Это рождает проблемы тяжелой, длинной старости, деменции старческой, которая, к сожалению, настигает многих людей. И, в общем, иногда думаешь, а надо ли так длинно жить, а может быть, и хватит и покороче. Но, во всяком случае, моя формула последних лет: лучше пару лет не дожить, чем пару лет пережить, я под ней ставлю свою большую подпись. Конечно, лучше умереть вовремя. Ну, это как уж получится, это от нас не зависит. Вот. Но это серьезный вопрос, над которым вольно-невольно постоянно задумываешься. Дело в том, что у меня была мама, она, к сожалению, очень рано умерла, это было дарование просто, это был человек радости. Она умела радоваться минуте изумительно. А мне она говорила: Люсь, какой у тебя ужасный характер. У тебя есть банан, тебе хочется апельсин, у тебя есть апельсин, тебе хочется яблоко. А у меня, если есть у меня соленый огурец, я очень ему радуюсь. И это на самом деле, так мимолетно когда-то брошенная фраза, я была девчонкой, я ее запомнила на всю жизнь, и она очень важная. Мама моя умела радоваться данному мгновению, тому, что сегодня вот светит солнышко, вот ничтожным вещам, которые я не замечала. Я замечала плохое, неприятное, туфель натер ногу, вот это я замечаю. Вот. А мама говорит: ой, какие красивые туфельки. Понимаете, вот и то, и другое правда. Вот. И это была до некоторой степени большая жизненная задача. Я понимала, что я должна как-то это переварить, перебороть, и до какой-то степени мне это удалось, до какой-то степени. Во всяком случае, я всякий раз, когда это самое солнышко пробивается, я останавливаю себя и говорю: стоп, вот она. Вот оно. Это самое «остановись мгновение», то самое фаустовское, я его
стараюсь останавливать. Конечно, это чрезвычайно важная точка жизни совсем молодого человека, который за несколько минут, может быть, часов жизни полностью ее развернул. Он понял, что жизнь – подарок, что она ему подарена. И поскольку это подарок, то он должен к ней относиться, не потерять этот подарок, не истратить его по-пустому. Мне кажется, мой ангел плакал, прикрыв глаза своей рукой, над близостью условным знаком и надо мной, и над тобой.